Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Вообще вернулся я с своего маленького путешествия по кодексу, и давайте займемся кое-чем более интересным, то, что мы не рассматривали. Вооружение. Но его можно отнести к типу защитного вооружения. В общем, сейчас обо всем подробненько далее. Ребята, поговорим про мины и про их использование. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. Ну, давайте сначала посмотрим, какого размера они бывают и каких видов, потому что мина бывает, ну, не просто мина. Заходим в третье гнездо, взял для этого конду, она красиво их разбрасывает. Смотрим. Второй размер минирующего устройства, модуль устанавливаются разрывные снаряды, которые детонируют при приближении. Бронебойность 60, скорость стрельбы, размер боекомплекта. Кстати, боекомплект довольно тут, ну, такой ощутимый в плане размера. Время перезарядки, тип урона взрывчатый, то есть наносить им урон по щитам, ну не то чтобы прям будет приятно, я вам скажу. Это нечто более про другое, потому что у нас есть такая штука, как шоковые мины. Запускает мины, которые эффективно сбивают ближайшие корабли с курса ударной силой от детонации, но при этом носят небольшой непосредственный урон. Нам на урон, кстати, от мин по большому счету по барабану. Ладно, конечно, если у щита цели не будет щита и вы кинете мины, то вы вынесете, получается, внешнее оборудование. В него входят усилители щита, теплоотводные катапульты, там, не знаю, чафы, все вооружение, то есть все ваши орудийные гнезда. И еще движки. Но я не знаю, как можно с них попасть по движкам. Ладно, давайте сначала посмотрим, как работают обычные мины на примере Анаконды. За мной будут лететь разные корабли, и будем смотреть, что будет происходить с ними, точнее, с их щитами. Установим таких 4 штуки. Выглядят они следующим образом. Вот такая вот установка, которая задирается вверх. То есть, получается, снаряд, друзья, у вас полетит вот так вот и за корабль. И при приближении к кораблю противника сдетонирует. То есть, это будет работать только если противник летит за вами. Но в большинстве случаев так оно бывает, если вы удираете, будь то перехват, но об этом дальше, будь то если у вас майнерский корабль, вы копаете, пираты к вам привязались, вы улетаете от них, скидываете, он летит прямо точно ровно за вами, так что нормально. Ну вот сейчас мы отлетели из зоны, где запрещен огонь, давайте-ка я покажу, как это выглядит. То есть вот сейчас мы просто-напросто запускаем, и они летят сзади вашего корабля. Но почему-то некоторые детонируют каким-то странным образом. Может быть, это боковые срабатывают об меня же? Странно. Ну, в общем, суть вы уловили, как их использовать. Еще один момент в плане их установки. Смотрите, боковые отстреливают так, то, что могут задеть боковую часть вашего корабля, просчитывать этот момент, потому что если я стреляю просто вот этими, то все происходит хорошо, без каких-либо проблем. А вот на какое расстояние они фигачат, честно, вот даже не пойму. Пожалуйста, выпуская несколько, все совершенно в порядке. Ставьте их либо сверху корабля, либо в нижней его части. Сейчас я это дело, наверное, даже переставлю. Забавно. Я догоняю свою мину. Может, в районе 5 километров, может, что-то такое. В любом случае, мы это проверим. Буду лететь там со скоростью 100 метров в секунду и посчитаем, сколько по времени в плане секунд они полетят, и таким образом высчитаем скорость. Ой, дальность, прошу прощения. Немножечко отойдем в сторону от того, про что видео. Обожаю такие моменты, друзья, когда какой-нибудь чеканутый непись а-ля Type 9 встает и не двигается. Да. И вот садится на маленьком среднем корабле. О, еще крайтик у нас. А это игрок, не игрок? Так, видимо, игрок. Немножечко повыше. Опа, опа, опа. Тихонечко, 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 тихонечко. Главное, аккуратненько, никого не задеть. Тихо, тихо. Если летите со скоростью меньше 100 метров в секунду, то штрафа не будет. Но если вы бустуете кого-то там шарахнете, то будет неприятно. Наверное, будем снимать в частный, потому что что-то как-то очень неприятно. Ну все, Игл подлетает, давайте будем смотреть, что у нас с ним получится. Если мы так прожмем, они будут стоять на месте, как вы видите. То есть их скорость равна скорости движения вашего корабля, но я это сказал, чтобы, ну, просто вот на всякий случай. А они когда сработают-то? Ладно, потом посмотрим, сработают ли они вообще. Держим какую-то энную скорость, Игл летит за нами, мы просто их скидываем и наблюдаем, что с ним будет. Дернет ли его, не дернет. Обычными. Ха, они даже не взвелись, обвинил. А, они взвелись, смотри. Ну-ка. Да вы что, серьезно? А, ну, он был с верфи. Ну да ладно. Если урон будет большой, возьмем какой-нибудь корабль с большим количеством гнезд и проверим.
Также корабль с верфи Крайт МК-2. Держимся в синей зоне, сильно газовать не будем. Включим вид, чтобы было видно. И... один залп. Получается, сейчас он схватит 4 мины. Надеюсь, он выживет. А то не он там уже угрожает мне. Так, смотрим, что получилось. Половина щитов. При том, то, что мы можем пустить их залпом 3 штуки прям подряд. Неплохо, неплохо, но нехорошо. Пока не он переодевается на другой корабль, давайте посмотрим, сколько по времени они будут у нас висеть, потому что это довольно-таки интересно. На счет 3. 1, 2, 3. И стоим, ждем, не двигаемся, а то мы их заденем. По идее, я сейчас делал это за кадром, будет в районе минуты, но фиг его, блин, знает. Это как-никак Одиссея. Давайте-ка вот посмотрим на них, красавец. Вот они, наши хорошенькие. Блин, а большая хреновина-то, по идее. Прошло 25 секунд. Но что самое странное, они недвижимые, потому что они же как бы вышибаются из того места, где находятся, и останавливаются. Это довольно странно. Нижний, пожалуйста, вот у нас одна, вот у нас вторая. Тем временем прошло 44 секунды. 50 секунд. Беру поближе секундомер. 52. Должна быть сейчас уже минута. Да, минута. То есть, если летите со скоростью 100 метров в секунду, они шибанут от вас в 6 километрах. Если 200, ну, там уже понятно. Ну вот, его анакондочка уже на подлете, в принципе. Можно смотреть. Много урона, конечно, они не нанесут. Но просто интересно, сколько это будет. Сработали. Половину щита также. Ладно, это, конечно, все очень интересно, но я лично считаю эти мины бесполезными, потому что у нас есть шоковые мины, а вот, ребята, с ними можно уже так конкретно не только заставить противника нервничать, но и поразвлекаться. Ну что ж, давайте перейдем к ним. Сейчас у нас уже установлены шоковые мины, и мы взяли коброчку и сделали ее пожирнее, нежели был игл. Давайте-ка на нее как-нибудь сконцентрируемся, в плане взгляда. И сейчас, по идее, ее откинет. Ну вот как-то так. Но, по идее, может и сильнее. Она просто получилась довольно тяжелая. Ладно, давайте смотреть средний корабль. На самом деле там довольно сильно подкидывает. Просто со стороны это выглядит то, что ну, такое сей и так далее. После этого я покажу, как будет вас откидывать. Поверьте, дезориентация теряется совершенно. Ну, теперь мы взяли корабль Неона, это Фердилансик, великолепный кораблик, и смотрим. Блин, их уже не видно. А жаль, а жаль. Где он? Его откинул что-то не так сильно. Может, еще разок? Хотя вряд ли заденет. Ох ты, как она его откинула. Слушай, слушай. Прям так нормально. Пишет то, что оно его разогнало. Ладно. Но не забывайте то, что когда вы будете, скажем, лететь на торговом катере, торговом Type 9, вы закидаете полностью себе все слоты этими первыми минами. И будет гораздо более действенно. Это я тоже вам в дальнейшем продемонстрирую. Но с большими кораблями, понятно, будет потяжелее. Хотя давайте-ка глянем. И еще одно интересное замечание для тех, кто, ну, копает, торгует и так далее. Обратите внимание на распределитель. Эта штука вообще его не выжирает. У меня корабль в таком режиме все то время, как вот проводились тесты. То есть, ну, вам не обязательно держать в оружии пипки, чтобы отстреливаться таким образом. А это, ну, как по мне, довольно неплохо. И скорострельность, обратите внимание, я просто нажимаю без остановки. Скорострельность данного модуля гораздо быстрее, нежели у обычных мин, тем более второго размера. А мин-то одного и того же размера. Просто разница в количестве боекомплекта. Тут 1, а запас у нас 22. Надеюсь, я правильно сказал, что такое боекомплект, что такое запас. Ну да ладно. Я думаю, вы поняли.
Но тем временем он подлетает на своей конде, купленной с верфи. Смотрим, что будет с ней. Еще, конечно, в зависимости от того, как попадет, но все же. Ну, подкинул ее нормально и, судя по всему, еще раз разогнала. Неплохо. Ну-ка, еще разок. Ну, тут уже и меня подкинуло. Так, у него щиты еще есть? Щиты есть, можно поразвлекаться. Давайте-ка поразвлекаемся. Нет, это уже меня почему-то толкнуло. Ясно, понятно. Теперь давайте я вам продемонстрирую, что вы будете ощущать на месте того, кто полетит за тем, у кого будут шоковые мины. Но есть еще некоторое но об этом в конце видео. Пишет то, что оно ее разгоняет лучше, чем движки. Забавно. Кстати, по поводу этого, да, вы действительно можете разогнаться быстрее, чем вас могут разогнать двигатели. То есть в данном случае вот 360 я лечу, да, 365, ну там 467, ну короче с копейками. Эта штука разгонит вас быстрее. Ну, давайте смотреть. Летят, летят малышки. Поняли, о чем я теперь говорю? Это еще, блин, быстрый маневренный корабль. Забавно, не правда? Аж кулачок сжал, ух. Я про пилота. Ну вот то, что более реально может быть. Это Type 10. Самое большое количество орудийных гнезд. Сейчас посмотрим, что с нами будет после того, как он всеми ими попадет по нам. Я думаю, будет хуже. А, они мимо пролетели из-за размера моего корабля. Ну, такое, конечно, такое. Сейчас еще попыточку сделаем. Прям вот чтобы очень близко. Ну, наверное, меня спасают мои заинженерные движки. Что-то когда я пытался запустить командира в космос или попрыгать на корабле, это было повеселее. Ну да ладно. Ну вот, пожалуйста, их до сих пор видно. Большой корабль как-никак. То есть, если большой корабль атакует маленький, то, ну, такое. Если у вас средний корабль вас атакует большой, будет поинтересней. Но мы все посмотрим. Пока корабль садится, еще момент. Их, конечно же, можно заинженерить. Но тут у нас вариантов немного. Это вместительный магазин, что увеличивает максимальный боекомплект в 2 раза. То есть было 72, стало 144. И при этом у нас в боезапасе, ну вы поняли, то есть до перезарядки у нас их стало тоже больше. И тут у нас уже много чего интересного, что мы сейчас тоже, естественно, посмотрим. Что касательно шоковых мин... Точно то же самое. Облегченный, скорострельный, прочный. Кстати, скорострельный довольно неплохая штука. И тут тоже есть различные штучки. Сейчас давайте-ка мы их, ну, хотя бы прочитаем. Все тестировать, это мы с ума сойдем. Может, конечно же, нам в этом деле Инара. Ну, понятно. Сверхразмер, урон в секунду, энергопотребление, контроль интенсивности. Уменьшает энергопотребление. Двойная прочность, ну, понятно, увеличивает целостность модуля. Если вам сносит щиты, будет сложнее вынести. Урезанный вариант уменьшает массу. Вызывающий перегрузку боеприпасы. Экспериментальные боеприпасы, преобразующие часть урона от взрывной в тепловой. Довольно неплохо, кстати. Далее, эмиссионные. Снаряды, выпущенные из орудия с этим экспериментальным улучшением, при попадании покрывают цель энергетическими частицами, увеличивающие его сигнатуру. Однако из-за этого изменения орудия вырабатывает больше тепла. Я не знаю, нафига нужно увеличивать сигнатуру того, от кого вы, собственно, летите. Ну, убегаете. Далее, отраженный залп. Экспериментальные боеприпасы, перезагружающие щиты при попадании и напрямую поражающие щитогенератор. А вот это, друзья, очень интересная штука. Как у торпеды. Поэтому можно поразвлекаться с теми, кто вас перехватывает. Далее. Рамблокирующая кассета. Рамблокирующая кассета. Короче, экспериментальные боеприпасы, перезагружающие ФСД всех целей, оказавшихся в зоне взрыва, но наносящие пониженный урон. Спорный момент. Ионный дестабилизатор. Экспериментальные боеприпасы, вызывающие сбой в двигателе цели и перезапускающие его. Тоже довольно неплохо, если за вами кто-то летит из серии «Вы на анаконде» пытаетесь убежать от имперского катера, который вас маслочит.
И если он летит за вами без фоллоуфа, то есть просто тупо за вами, вы этим отстреливаете, у него движки вырубаются и перезапускаются. За это время вы, если повезет, отойдете на дальность следования, ну, дальность маслока и улетите. Вот только фиг знает, остановится ли корабль, или будет лететь по инерции. Это я про корабль-катер, который летит за вами. И светящаяся кассета. Экспериментальные боеприпасы, значительно нагревающие все цели, попавшие в зону поражения. Кроме того, на некоторое время вызывают сбой в работе сенсоров, однако снижают общий боезапас орудия. Тут, ребята, в плане нагрева, если не ошибаюсь, это действует на игроков, да, но на непись нет. Но мы это протестируем в отдельном видео касательно именно вот данного эффекта. Посмотрим, что будет с кондой. И да, если вы будете лететь без флай-ассиста, эффект, конечно же, будет, ну, так сказать, прям более... Давайте чуть-чуть добавим скорости. Прям чуточку. Не уверен, что ее заденет. Нет, заделал, смотри, я отодвинул от цели. Давайте-ка попробуем без флай-ассиста. Отрубаем флай-ассист и смотрим. Ну и вот ее начинает болтать. Но у меня тут движки заинженеренные в мясо стоят. Это тоже очень сильно влияет, поверьте. Тут 7А с грязной настройкой в 5 гаек, да еще экспериментальный эффект сверху. Ну да ладно. Давайте перейдем к более чему-нибудь веселому. В общем, когда вас перехватывают, это может вам помочь. Объясняю. Вы сейчас бьете по тормозам, корабль противника меньше, нежели вас по массе, по размеру. Вы просто, грубо говоря, бустуетесь в цели. Это неопытный ганкер, либо, скажем, какой-нибудь хороший непись такой. Да? Он будет лететь за вами. Что это означает? Вы можете воспользоваться данными минами, вы собьете наводку его орудий, это вас спасет. Ну, как бы уже перезагрузился ФСДшник. Это, наверное, то, что мы в крыле. Но, допустим, вот я скидываю все это дело. И его просто уносит. И меня еще вдобавок, потому что рядом с ним взорвалось. Это одно. Это непись, и это если неопытный игрок, повторюсь. Также не забывайте то, что когда вы на каком-либо корабле летите в open, торговать, либо что-либо делать, ставьте призму. Либо большое количество двухпоточных щитов, чтобы просто-напросто вас не разнесли. И чтобы ваш корабль летел хотя бы, ну, быстрее 250, дабы что? Дабы, чтобы торпеда вас не догнала. Но есть еще много различных моментов, об этом я говорил в видео, как уйти от перехвата игрока. А вот теперь перейдем к моменту, когда игрок опытный. А вот что будет, если игрок опытный? Он будет крутиться вокруг вас на нужном ему расстоянии, стрелять по вам плазмой, как минимум, рельсами со сверхпробитием, и ваши мины вас, ну, не спасут, потому что они будут вылетать сзади вас и двигаться со скоростью, как вы, ну, относительно вас. А в это время он будет развлекаться по полной программе и просто-напросто вас вынесет. И вот из-за таких моментов, ребята, рекомендую призматические щиты, большие щиты, чтобы просто пережить данный момент, чтобы была перезагрузка вашего ФСД и бежать. И, естественно, во времени перехвата не нужно ничего нажимать, там куда-то уйти, просто нажимаете X, бьете по тормозам, и все у вас хорошо. Повторюсь, в том видео все написано. Вот, пожалуйста, как он крутится, без каких-либо проблем. Еще мины можно скидывать различными способами. Ну, под различным углом, различные скорости, различные приемы, чтобы уничтожать противников, которые будут находиться на поверхности планеты. Будь то комбезы, будь то ТРП, будь то стоящие на месте корабли. Да, мы поговорим сегодня еще и об этом, друзья. Но шоковые мины, если не ошибаюсь, не работают против ТРП и против самого комбеза. Только на корабли. И то, если они не припаркованы. Если они стоят на лендинг-падах, то все, пиши пропало, вы его никак не сдвинете. Но урон нанести сможете. В плане, лучше ли это вариант делать наземные зоны конфликта с корабля? Я сейчас говорю про мины. Ну, возможно, нет. Антиксен и зенитка тоже показывают себя хорошо, но давайте сейчас посмотрим вообще, как это у нас будет работать. И есть еще одно кое-что, о чем мне одна птичка напела. Да. Начнем, скажем, с орбитальной бомбардировки. Да здравствует Ваха. Мы можем стрелять по наземным целям минами, ну и там еще кое-чем. Когда мы
находимся, так сказать, в орбитальном полете. Ну, не орбитальный полет, а суборбитальный. Когда мы летим со скоростью 2500 метров в секунду, мы можем это делать, у нас выпускаются гнезда. И, по идее, это все должно долететь, но каков будет разброс, я, честное слово, не знаю. Блин, 2,5 метра в секунду довольно серьезно. Так, давайте-ка тормознем. Потихонечку. Потихонечку. Тут, естественно, хорошо покажет себя гайка Rabbit Fire. Ну, скорострельная. Ну или высокий боекомплект. Кому как. А про экспериментальные эффекты можно говорить бесконечно, и про их применение с различными другими типами вооружений. В общем, давайте смотреть. Давай уже сбрасывайся. Там вроде на 20 это произойдет на этой планете. Ну да, в районе этого. Теперь быстренько выпускаем наши гнезда, примерно ищем, центруемся, где находится тот парень, и скидываем. Видите, они пошли? Они пошли, 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 пошли. Опа, пошли, пошли. Опа, мои хорошенькие, давайте-ка побыстрее, чтобы увидеть, будет ли взрыв. Да, взрыв произошел. Ну, прекрасно же. У него, правда, призма, ей по барабану на это дело, но все равно это прикольно. Это реально фановая штука. Давайте смотреть остальное. Сейчас набираем высоту и представляем то, что поселение является неоном. И будем пытаться по нему отработать. Что нам для этого нужно? Как минимум набрать высоту. Первый вариант, просто тупо пикируем, как какой-нибудь, не знаю, сокол или что-нибудь такое. Разворачиваемся. Можно, конечно, с бустом. Не прям 90 градусов, но все же. И летим с максимальной скоростью возможной. И начинаем спамить. Помните, они работают у нас минуту. После минуты они уже все. И спамим, 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 а потом просто молимся, чтобы они нас не задели. Или уходим вообще в сторону. Что будет, наверное, более лучше. И смотрим, что сейчас будет там. Затормози, пожалуйста, я тебя прошу. Начинается дискотека. Не ковровая бомбардировка, конечно, но все же. Я вообще в него не попал. Вообще. Не забывайте то, что на них еще влияет сила гравитации планеты. Не, слушайте, ну я прям по прямой пошел. Нормально. Это потому, что мы шли под углом. Если 90 градусов, все падают точно в цель. Нет, слушайте, ковровая бомбардировка получилась, но из-за того, что я притормозил и потом кидал еще, они упали не одновременно, потому что разная скорость. А это почему-то да, это не долетело, прошло 60 секунд. Тоже фаново. Ну вот, к примеру, вот мы летим. И по тормозам. Ух ты ее! И подкидывает, конечно же, меня, еще разгоняет. Только если на большой скорости отлетать в сторону, видимо. Ладно, еще одно фановое дело. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы поставим корабль. Таким вот нехитрым образом. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Давай 90 градусов, дорогая. Вырубаем Fly Assist и стреляем. Не подпрыгнули, обычно подпрыгивали. Еще раз. Ну, планета тяжелая. Блин, они что-то поменяли, потому что раньше я гораздо выше подлетал с такими приколами. Ладно, сейчас попробуем еще раз за кадром. Ну, или на записи. Я сделал разделение, потому что 3 смотрят вверх, 2 смотрят вниз. Сейчас посмотрим, что будет с теми, которые внизу, если мы просто их под себя, так сказать, подкинем. Тихонько. Либо у меня корабль слишком тяжелый, либо что-то не то. Было видео. А, вот еще подкинуло. Бум. Когда будете работать по комбезам, не забывайте то, что какое бы сильно не было у вас выстрел, этот выстрел снимет лишь только щиты. Здоровье он не затронет. Давайте-ка попробуем, не знаю, как-нибудь попасть, что ли. Не представляю, как это вообще можно сделать. Ну вот, видите, 8% щита. Только я не понял, это из-за того, что я его долбанул, или из-за того, что мина. Давайте-ка еще раз станем прям под ним.
Вот прям вот так вот. И еще вот так вот посмотрим. Так, я его вижу. Он у нас прям под пусковой в зоне. Я его, кажется, убил кораблем. Но он не двигается. Его не подкидывает. Еще вы можете чисто технически с них получить ускорение, выставив их, ну, корабль под углом и выстрелив. Нормально. Движки были выключены. А сейчас посмотрим, можно ли сбить мину, медленно физическую модель и так далее. Высота у нас 94 метра, можно подняться смело выше, потому что у нас винтовки работают на 250 метров, если не ошибаюсь. Но я снимал видео касательно этого, и, в общем, это дело высчитывалось эмпирическим путем. Меряли, смотрели. Так, ну давайте-ка вот 150, чтобы он точно успел попасть. И берем, естественно, нижние. Да ну... Да, их можно сбить. Неон-зенитчик теперь у нас будет. ПВО. Вон он стоит, если что. Ну-ка. Блин, неплохо. Нравится. Буду теперь так делать, пока не устану. Все же его убило край там. Давайте-ка вот с такой высоты посмотрим, что будет. И он будет бежать прям к ней. Он в щитах, его не убьет, он останется жив. Ни один, ни он не пострадал за съемку этого видео. Нет, он там же на месте. Может быть, потому что угол, ну, типа, она взорвалась здесь, и волна пошла вниз. Сейчас мы это дело нивелируем тем, что он прыгнет на корабль и подпрыгнет. Ну чё, ребята, давайте смотреть. Вот он, наш неон. Сейчас он прыгнет. И я стреляю. Не, его не подкидывает. А жалко. Было бы забавно, мне кажется. Ну, поскольку смысла в применении в наземных целях нету у нас шоковые мины, мы поставим сейчас обычные и посмотрим, как это дело будет работать в зонах конфликта. Ну, поскольку, как вы видели, шоковая мина не подкидывает, не раскидывает народ, поэтому нету смысла ее использовать в наземных зонах конфликта. И сейчас мы это дело, естественно, протестируем. Только сейчас я поставлю другие мины на системку, где есть такое дело, и вперед. Кстати, я бы даже сказал то, что на дневной стороне вести бой немножко сложнее, нежели на темной, потому что на темной видно, когда у противника щиты, и они прям, ну, очень заметны. Тем временем... ждем приглашения. Отлично. Так, за кого? За кого? За кого? Ну, они оба нейтральные, поэтому пофиг. Давайте-ка мы сейчас... На поле боя всегда пригодится человек, способный держать оружие. Отлично. И сейчас будем пытаться развлекаться. Ждем, пока они спустят свои корабли. И примерно займем местечко какое-нибудь. Подкрепление прибыло. Можно кидать прям сразу под высаживающиеся корабли. То есть... вот туда. Но... как вы видите, сбивается. Но они улетят, не волнуйтесь, и все у вас получится. Прибыло вражеское подкрепление. Что-то, кажется, далеко кинул немножечко. Подкрепление приземлилось. А какая здесь сила гравитации? 0,5. Вот это вот проблема. Тут придется разгоняться и отлетать. В общем, суть вы уловили. Не самое, конечно, удобное, что может быть, потому что есть и другие типы вооружения, которые хорошо себя в этом показывают, как я говорил.
Но все же тоже реально. Но тяжесть, сила тяжести нужна побольше. Тут никого. О, сейчас еще высаживаться будут. Угу, вот сейчас мы их и возьмем. Но еще вроде как мы можем своих выносить, так что, ребята, аккуратней. И лагает, конечно, но это у меня. Вражеское командование запросило подкрепление. Враг захватил Альфу. И не обязательно стрелять по 3, по 2 достаточно. Да, я все-таки выношу своих еще при этом. Это для любителей, так сказать, садомии, я бы сказал. Так что, ребята, удачи вам в этом деле. Я таким заниматься не планирую. Мне веселей все-таки с земли. Ну, вы все видели сами. Вопросы, если какие-то есть, пишите их в комментарии. Я по возможности отвечу, либо другие люди, которые посмотрят данное видео. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous. И, друзья, тут уже отснято так, ну, нормально. Это вроде как раз-таки то самое 440-е видео, может быть, я ошибаюсь. Плюс многие видосы я структурировал в различные плейлисты. В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, различные вооружения с тестами, фиты, как собирать определенные фиты под различные задачи, материалы, данные, стражи, интересные места. Даже есть один видос по лору на час с нефигом, и он, правда, не в плейлисте конкретном, а в общем. Как и многие другие интересные видео, которые я еще не раскидал. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord-сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать себе компашку, чтобы поиграть хоть, я не знаю, в какую-нибудь доту, КС-очку, Геншин и так далее. Я сам играю в довольно обширное количество различных игр, и вы это уже, наверное, заметили. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, есть свои космопорты и станции, и мы расширяемся уже во вторую систему. Если хотите вступить, то вам, ребята, в Discord. Там правила и все остальное. И торопитесь, всего лишь 500 мест. И еще один такой момент. Пишите, пожалуйста, какие видео вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.